Сыроедение– это питание исключительно сырыми овощами и фруктами, орехами, зернами злаковых, то есть питание термически необработанной пищей. Молоко, рыба, мясо, яйца полностью исключаются из рациона. Сыроедение является следующей ступенькой после веганства. Организм человека приспособлен к питанию только сырыми продуктами, только сырыми фруктами, сырыми овощами и сырыми же орехами. Любая термически обработанная пища теряет практически все полезные вещества, перестает выполнять свои функции и превращается в организме в ненужный балласт. Мне нравится сравнение с телефоном. Если вы расплавите ваш телефон, он превратится в груду металла и пластика. Вы больше не сможете использовать его по назначению. Только расплавленный телефон вы выкинете в помойку, а с последствиями употребления переработанной пищи организм пытается справляться в течение всей жизни, выводя отходы на пределе всех своих возможностей, но большая часть все равно накапливается в клетках, сосудах, тканях и органах, что приводит к болезням и дальнейшей преждевременной смерти. Простуда у ребенка – первый признак засорения организма, вызванного употреблением вареной пищи. Во время болезни резко снижается аппетит. Организм всеми силами пытается остановить приток ядов, чтобы вывести имеющиеся. Самое худшее, что могут сделать родители, заставлять его есть общепринятые бульончики, кашки и так далее, чтобы восстановить силы. Дети-сыроеды с рождения не болеют вообще, как это неудивительно. Питание одной лишь сырой растительной пищи позволяет предотвратить и даже полностью исцелить многие болезни. Сыроеды со стажем не знают, что такое простуда, мигрени, язва или гастрит, почечные камни, рак, атеросклероз, гипертония и прочие острые хронические болезни. Если вы не погибнете в результате несчастного случая, то велика вероятность, что проживете свыше 100 лет. Будете выглядеть гораздо моложе сверстников, сохраните ясность ума, стройность фигуры и до старости будете радоваться жизни, а не жаловаться на болезни. В последнее время к такому питанию приходит все больше и больше людей во всех странах мира. Это не модная диета, это образ жизни, который выбирает любой разумный человек, который хочет быть здоровым. Если вегетарианство и приносило людям какие-либо малозаметные улучшения в жизни, то сыроедение меняет все в корне уже с первых дней. Разница между этими двумя типами питания такая же, как между небом и землей. Решив попробовать сыроедение, тут же найдутся люди, которые будут вас отговаривать от этой затеи. Вам будут показывать много дезинформации, ссылаться на врачей, на статьи газет, в которых писали о смерти сыроеда и так далее. Появится ощущение, что вся система сговорилась и не хочет вас выпускать. Совет номер 1 – прочитать побольше литературы на эту тему. И совет номер 2 – попробовать. Вы будете знать намного больше, чем те, кто рассуждает о сыроедении, не имея практического опыта. Был проведен опрос, почему люди не забрасывают сыроедение, ведь их никто не заставляет. И вот что они ответили. У каждого свой путь, свой выбор. Я была большой любителем мяса, пока не попробовала сыроедение. Просто я каждому рекомендую посмотреть хотя бы месяц-два. Честно скажу, вы будете в шоке от изменений. И спросите себя, почему не знали об этом раньше. Тут обсуждать нечего. Просто попробуйте. От вас ничего не будет. И опыт, который вы приобретете, вы не будете больше рассуждать на уровне додумок и чужих мнений. Сыроедение – вот где скрыта мечта алхимиков о камне, продлевающем жизнь, о эликсире жизни, которые они искали. И все это достигается не колдовскими эффектами, часто рассчитанными на несколько часов посредством лекарств, а фундаментальными процессами исцеления всех болезней при помощи реконструкции целого организма.